Всем привет, друзья! Сегодня жарю котлеты из курицы по маминому рецепту. Котлеты получаются очень вкусные, сочные. Они вкусны как в горячем, так и в холодном виде. Котлетам буду подавать фокаччу, итальянскую пшеничную лепешку, приготовленную на дрожжевом тесте. В приготовлении котлет использую сегодня куриные грудки. 1 килограмм 600 грамм. Куриные грудки нужно будет нарезать. Нарезаю на полоски. «600 грамм репчатого лука нарезаю полукольцами. «275 грамм белого плотного без пустот хлеба заливаю сливками. Сливки 30% жирности, 250 миллилитров. Порезанный лук нужно будет обжарить до золотистости. В сковороду наливаю небольшое количество растительного масла. Я использую подсолнечное, без запаха. Сильно лук зажаривать не нужно, он должен слегка подзолотиться и быть мягким. Слегка обжаренный лук добавляю чайную ложечку соли. Столовую ложку сахара. Порезанное на кусочки мясо, хлебушек, обжаренный лук, пучок свежей кинзы, 3 зубчика чеснока, крупные зубчики, пропускаю через мясорубку. В перекрученный котлетный фарш добавляю 2 желтка, чайную ложку горчицы, чайная ложка сладкой паприки, черный перец, чайная ложечка, приправы по вкусу, солю,
Добавляю 2 столовые ложки сухого картофельного пюре. Вот с этой добавкой котлетки получаются очень нежные, мягкие. Если нет сухого картофельного пюре, можете заменить на сырой картофель. Фарш вымешиваю где-то около 7 минут. Отбивать его не нужно, иначе котлетки получатся сухие. Просто вот такими движениями перемешиваем. В хорошо вымешанный фарш добавляю полстакана сухого красного вина. И еще раз хорошенько перемешиваю. Приблизительно 100 миллилитров. Перемешиваю где-то около 1 минуты. Фаршу нужно будет дать настояться. Я его сейчас отправлю в холодильник приблизительно на 2 часа. Сухое вино отлично подчеркнет вкус котлет. Котлетки будут очень ароматные. Все ингредиенты, добавленные в котлетный фарш, хорошенько соединятся. И на выходе получатся сочные котлетки. Мои самые любимые котлеты. Фарш настаивается и охлаждается в холодильнике. Теперь приготовим тесто на фокаччу. 3 главных составляющих хлеба – это мука, вода и дрожжи, не считая специй. В глубокую чашу добавляю 800 грамм муки. Я использую муку хорошего качества, по-немецки она называется Instant Mehl, тип муки 405. Делаю углубление. Выливаю 600 миллилитров теплой воды. Добавляю столовую ложку соли, столовую ложку сахара и кубик дрожжей 42 грамма. Сначала растворяю дрожжи. Как только дрожжи в водичке хорошенько растворились, в процессе растворения дрожжей я немножко подмешиваю муки. И вот теперь начинаю замешивать тесто. Вот такое тесто получается. Тесто нужно будет еще немного вымесить на столе. Высыпаю 100 грамм муки. Выкладываю тесто.
Вот такое слегка липнущее тесто должно получиться. Оно очень мягкое. В чистую чашу добавляю небольшое количество оливкового масла. Отправляю тесто на подъем в теплое место. Для того, чтобы сверху тесто не подсохло, его можно прикрыть полотенчиком или крышкой от кастрюли. Тесто отлично подошло. Мягкое, пушистое, воздушное. Хлеб буду выпекать в противне. Противень смазала оливковым маслом, дно и бока. Выкладываю подошедшее тесто. Тесто нужно будет распределить равномерно. Тесто еще один раз нужно будет оставить на расстойку. В поднявшемся тесте делаю углубление. Поливаю небольшим количеством оливкового масла. И сверху посыпаю свежими веточками розмарина. Можно вот так вот в каждое отверстие вставить по веточке. Отверстия заполнены небольшим количеством оливкового масла. Это очень ароматный хлебушек, мягкий. Сверху хлеб посыпаю крупной морской солью. Приблизительно чайная ложечка. Хлеб буду выпекать в заранее разогретой духовке на 170 градусов. Пеку до золотистого цвета. Пока печется хлеб, займемся котлетками. Сформированные котлетки укладываю на силиконовый коврик. Коврик сбрызнула холодной водичкой для того, чтобы котлеты не прилипли. Из этого количества фарша у меня получается 3 больших сковородки котлет. На 3 большие сковородки. Первую партию котлет буду выпекать в панировке. Для панировки мне понадобится 2 столовые ложки манки, 2 столовые ложки панировочных сухарей и 2 столовые ложки муки. Все хорошенько перемешиваю. Панировка готова. Для жарки котлет я использую рафинированное подсолнечное масло, масло без запаха.
Панирую котлетку. И укладываю в разогретое масло. Масло разогреваю на умеренной температуре. На котлетку высыпаю мучную смесь, прикрываю рукой и раскручиваю так, чтобы панировочная смесь распределилась равномерно по всей котлетке. Эту панировку я называю тройка. 1 к 1 мука, манка и панировочные сухари. Котлетки получаются с такой очень вкусной корочкой. Панировка закрывает котлету, и она получается внутри очень сочная. Следите за тем, чтобы корочка не подгорела. Вот на одной стороне котлетки очень быстро зажарились до приятного золотистого цвета. Переворачиваю на другую сторону. Сейчас жду, пока котлетки на другой стороне поджарятся до золотистого цвета. Потом убавляю температуру и жарю котлеты уже на умеренной. Почему я так делаю? Для того, чтобы из котлет не вытек сок. Корочка очень быстро зажаривается, и в серединке котлетка остается сочная. Вот, посмотрите, котлетки поджарились. Где-то около 1 минуты ушло время. Теперь убавляю температуру и готовлю около 15 минут. Чем больше ваша котлетка, тем больше потребуется времени для жарки. Крышечкой котлеты не накрываем. Если накрыть котлетки крышечкой, они получатся вот такие вот, как на пару. Мне такие котлетки не нравятся. Я люблю жареные котлетки. Поэтому котлеты жарим, а не парим. Первая партия котлеток готова. Масло после каждой жарки меняю.
Вторая партия котлет будет мега сочная. В серединку каждой котлетки закладываю кусочек сливочного масла. И укладываю котлетку на разогретое масло. Разминаю, укладываю кусочек масла, закрываю. Эти котлетки в панировке я обваливать не буду. Вот, с одной стороны поджарились. Теперь даем котлеткам схватиться на другой стороне. Вторая партия котлеток готова. У меня осталось сливочное масло и панировка. Третью партию котлеток буду обваливать тоже в панировке и закладывать сливочное масло. Старайтесь, чтобы масло было в серединке. Обваливаю котлетку. С охлажденным фаршем очень легко работать. Перед жаркой необходимо фарш хорошенько охладить. Первая партия котлет обжаривалась просто в панировочных сухарях. Вторые котлетки мы обжаривали без панировки. Внутри закладывали кусочек сливочного масла. А третья партия получается с кусочком сливочного масла внутри и в панировке. Можете приготовить просто котлетки без панировки, без сливочного масла. Тоже получится очень вкусно. Я показываю разные варианты в видео. Котлеты на любой вкус. Фокачча готова. Пока жарится последняя партия котлеток, давайте я покажу, как выглядит хлебушек в разрезе.
Вот, посмотрите, мягкие, воздушные, очень ароматные. Хлебушек получился равномерного золотистого цвета. Котлетки мясные, румяные, горячие, с пылу, с жару. Что может быть вкуснее? Мягкий, душистый хлеб и вкусная, сочная котлетка. Давайте я сейчас одну котлетку надломлю или разрежу, и вы посмотрите. Посмотрите, котлетки получились очень сочные, отлично пропеклись. Непременно попробуйте, приготовить и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.